Дорогие друзья, пришло время высаживать перцы в открытый грунт. Эти перцы мы с вами проращивали, обрабатывали предварительно и высевали в кассеты по 2 зернышка в одну ячейку. На сегодняшний день они выглядят вот так. Грядки мы подготовили, ночью прошел сильный ливень, влажная почва. И сегодня мы будем их размечать и высаживать. Муж размечает грядки. Получается, мы высаживать будем в 4 рядочка. Расстояние между рядочками 25 сантиметров, так как грядка у нас шириной 1 метр. Проводим полосы и затем размечаем. Через 35 сантиметров будем высаживать. Через 35 сантиметров мы размечаем место для лунок. Разметку лунок мы производим в шахматном порядке. При помощи вилочки я достаю из каждой ячейки перцы. Вот так. Корневая система уже довольно-таки большая. Вот такая. Вот 2 в одной ячеечке. Можно сажать по 2, можно сажать по 1. Эти перцы хорошо поднялись. Я считаю, что их можно разделить, поэтому земляной ком разделяем и корневую систему. Для того, чтобы посадить перцы, я выкапываю небольшую лунку и высаживаю в эту лунку перчик. Для того, чтобы высадить перцы, мы выкапываем лунки. Не очень глубокий, потому что земляной ком небольшой и корневая система малоразвитая. И вообще она не сильно большая у перчика. Теперь ставим перчик, и до семидольного листочка мы можем заглубить его. Вот так. И так весь рядочек. По мере роста перцев, это даже и видно по корневой системе, вот она была посажена вот в такой грунт, и сверху я немножко досыпала земли, потому что чувствовала, что перцам не хватает объема грунта, но по погодным условиям я не могла еще их высаживать в открытый грунт, поэтому я немножко добавляла сверху по мере роста этих перчиков дополнительно землю. Земля сегодня такая влажная после обильного дождя, что можно лунки и не делать совочком, а просто руками образовавшиеся луночки делать и высаживать. Очень влажная земля. Здесь вот вообще 3 зерна попало почему-то. Видишь, они более мелкие выросли. Будем надеяться, что они догонят. Но если сажать по одному
зернышку, то, конечно, будет больше свободы для них, и они будут развиваться лучше, потому что земляного кома будет больше для каждого растения. Вот такая хорошая корневая система у перчика. Первый лоточек перцев высажен. Получается в одном лоточке 50 ячеек. Мы сажали по 2 зерна. Это получилось порядка 100 корешков. Вот теперь в дальнейшем будем смотреть, как они будут развиваться. Теперь мы их должны все полить и ждать хороших урожаев. Теперь поливаем наши перчики. Небольшое количество воды, потому что земля влажная после дождя. После чего землю после полива обязательно нужно замульчировать, чтобы не трескала земля. По мере подсыхания почвы перцы будем поливать, следить за ними ежедневно, чтобы они хорошо приживали. Земля должна быть все время влажная. Не переливать, но воды должно быть достаточное количество, чтобы корневая система нарастала в земле. Перцы мы поливали теплой водой. Она стояла всю ночь в бочке. Температура сейчас ночью уже 16 градусов, 14 градусов, поэтому она нагрелась. После того, как мы полили перцы, землю обязательно нужно замульчировать, тоже землей, а позже мульчируем или сухой травой, или какими-то подручными материалами. Через 5-7 дней перцы будем подкармливать некорневыми и корневыми подкормками, чередуя. Почву после полива, для того, чтобы земля не трескалась, поправляем, если нужно. Растения, земля очень влажная, поэтому некоторые помидоры, некоторые перчики наклонились. Даем им нормальное направление, положение. Так, мульчируем сухой землей. Вот такая разница: замульчированная почва и не замульчированная. При ярком солнце почва будет высыхать и трескаться. Замульчированная почва той же землей, она будет оставаться вот в таком состоянии, только подсыхать немножко. Дорогие друзья, подошла к концу наша работа по поводу посадки болгарского перца. Вот такая грядка. На ней умещается порядка 150 корней. На одной грядке длину 11 метров. Да. Я еще хочу сказать о том, что очень важно закаливание перед посадкой. Перцы нужно выносить на солнце. Перцы должны быть обязательно и при низкой температуре, для того, чтобы они безболезненно перенесли эту пересадку. Всего доброго вам, хороших урожаев. По поводу развития перцев где-то ориентировочно через месяц мы встретимся и посмотрим, в каком они будут состоянии.